Тогда захотелось очень громко заорать. Вот их реакция на увиденное, их эмоции. И в ту же секунду твой мозг переключается. Это правда. Цензура, мы не говорим про фильм, например, на снимке. Мы не воспринимаем это, Нет. мы не можем это Нет. воспринять. Капитан стоит и сжимает себе до боли руку, чтобы не заплакать. Почему 43 минуты? По видео ощущение было, что они все обдолбаны. Он, который делал этот фильм, Защитная чтобы реакция. не верить вот в этот страх. Есть такой чат. С радостью палит, значит, там, грудного ребенка. Мы не показываем вот это. Мы не людоеды. Мы не... Вот. Я хочу, чтобы вы это сфотографировали, чтобы вы это передали миру. Это дети. Саш, во-первых, спасибо тебе большое за встречу. Дело в том, что у нас сейчас очень активно аудитория в комментариях под нашими видео, под нашими фильмами обсуждает закрытый фильм. Тот самый про 7 октября, который показывали в Кнессете, который показывали журналистам. Я знаю, что ты видел этот фильм, ты много что про него знаешь. И помимо фильма ты был на тех местах трагедии после 7 октября сразу же. Практически ты об этом тоже расскажешь. Ты был на фестивале Нова, ты был в кибуцах. И с тобой были коллеги с разных стран, которые тоже видели. И очень интересно их реакцию послушать, их ощущения. Давай тогда двигаться поэтапно, то есть вот эту хронологию. Как ты оказался на местах трагедии, когда ты там появился, в качестве кого, я понимаю, фотографа, от себя лично, либо от какого издания? Какой у вас был маршрут, какие были задачи и что вы там делали? Я фотограф, я официально являюсь фотографом государственного пресс-центра при правительстве Израиля. Я член Ассоциации журналистов Израиля, член Международной ассоциации фотографов. И 7 утра начался обстрел. Значит, к вечеру стало понятно, что съемка нового состава спектакля «Мика Мони» в театре Гешер отменяется. Значит, после этого обстрелы были здесь, не ежедневно, а ежечасно. Через пару дней я сказал, что невозможно так сидеть, а никто ни в Government Press Office, ни в пресс-центре армии, никто ни на что нормально не отвечал. Был полнейший какой-то бардак, никто не понимал, что делать, когда это прекратится, что происходит. Мы уже все стали получать первые данные о том, значит, что произошло, как произошло, что террористы в количестве нескольких тысяч человек вошли в Газа, что добрались до Ашкелона практически, Нетивота, Факим, Дждирот. И я решил, что нужно что-то поехать и хоть что-то снять, чтобы оставались какие-то факты, потому что на этот момент еще почти ничего не выходило, какие-то слухи больше. Ну да, больше в телеграм-каналах, какие-то отрывки. Больше какие-то отрывки, кто-то что-то придумывал, каждый придумывал за себя и за соседа, да. И был полный бардак. Я решил, что так как я имея определенные, значит, права и навыки, то я могу, значит, туда поехать. Это была твоя собственная инициатива? Это была моя собственная инициатива, абсолютно, всё. да. Я решил, что... На правах журналиста? Да, что я беру и еду, все. Я с утра завел свою машину. Когда я увидел вот этот объем сожженных и расстрелянных машин, это было еще на дороге. Это вот машины, которые расстреливали на которые трассе. Расстреливали, которые пытались сбежать этого Нова с фестиваля перекрестка Раим. Они пытались ехать в сторону Ашкелона и в сторону Факима Нетивота вниз. И оказалось, что я единственный русскоязычный журналист. Все остальные журналисты это были со всего мира. Это была Европа, это Азия, это Штаты, это Канада, это со всего мира. А сколько примерно было человек? Примерно, 20, наверное, на скидку, наверное, человек 70-80. Это было довольно много людей. Значит, мы вышли из машин, мы поставили машины, вышли из машин, пошли, значит, в сторону, где эта цветная палатка, скажем так, то есть там основные действия были. Мы пошли в ту сторону, и я тебе скажу так, я сначала почувствовал энергетику этого места, еще ничего не видел, кроме первых расстрельных машин. По этой энергетике этих дней... Это где фестиваль Нова? Где фестиваль Нова, да, было... Это было страшно. Это действительно первое было ощущение, это было ужасно внутреннее именно ощущение. Сначала ужасно захотелось просто заплакать, потому что как это?
Вот потом, а я не могу. Я из-за аварии физически, у меня текут глаза сами, но я не могу заплакать, оно не работает. Тогда захотелось очень громко заорать. Я просто постеснялся вот этого количества журналистов, которые, вот иностранцев, которые там, потому что потом уже я понял, что сработал какой-то подрефлекс, они сразу повернутся снимать. То есть у них же им же нужен экшен. Нам, как бы, нам всем, кто с камерами, нужен какой-то экшен. Прости, пожалуйста, я понял про энергетику, а визуально что А ты дальше увидел? мы прошли, наверное, метров. Сначала визуально это расстрелянные машины, это выкинутые вещи, это машины, которые дальше стояло все больше машин, ближе, потом палатки, вот этот вот шатер, в шатре стояли какие-то картины, ходил какой-то резервист полицейский, который собирал картины для художницы, которая смогла спастись. То есть он ее картины собирал, сказал, что она нашла каким-то образом ее телефон и объяснила, какие картины. Он их собирает, чтобы ей отдать. Я встретил вот это, нашел, обязательно, потому что я сам мотоциклист, значит, я нашел мотоцикл Кавасаки, вот этого русскоязычного полицейского Да, это Галя. история. И я потом, то есть я его сфотографировал, потому что он как раз остался целый. На нем был только знак, что он проверен этими самыми саперами, но он стоял там. Я очень удивился, почему бутылки, барные бутылки, все стоят на баре. Вот это я помню свою реакцию. А что ты думал, А- что они будут расстреляны, разбиты? Они и или- валялись. Это те, кто входили туда и убирали трупы, чтобы не мешали, они их просто подняли на стол. Значит, это потом уже оказалось. Туда подняли геликоптеры. Значит, подняли геликоптеры, это помню, французы и, по-моему, канадцы. Значит, армия тут же подошла, ребята, чьи геликоптеры. Дроны. Значит, чьи дроны, Съемки с чьи дроны, воздуха. съемки с дронов. Потому что это сразу. Получилось, что прямо при нас поймали мародера. А мародер он кто оказался? Араб, мародер, Из они... Газы? Да. То есть это который заблудился? Который заблудился. 4 Дело дня в том, что значит, они оттуда сразу начали убирать трупы. Тут же. Ну. Потому что количество трупов было огромное. Количество трупов нельзя было, чтобы лежало или что-то. То есть армия входила с камерами, полиция входила с камерами. Это все фиксировалось, что там происходило, что уже на этот момент. И тоже так, значит, глава отдела ЗАКа Хаим, у меня есть его фотографии, потому что я с ним встретился, когда был в Нове, по-моему, 3-й раз. Я там был 4-5 раз. Значит, то есть оно сдвигалось вот так вот, и энергетика менялась. То есть и то, что там стало, оно поменялось. Это тоже очень интересно следить. То есть я через какой-то период времени проезжал, значит, и он стоял, рассказывал о том, как они вывозили, что это было. И я ему говорю, часть трупов отвезли вот в дальние Машавы или Шувы. Он говорит, нет, туда отвозили из кибуцев, а отсюда, говорит, руководил я. Он говорит, в час ночи я отправил последний груженный грузовик в Шуру, и туда увезли все на опознание. Я в Шуре был через несколько дней, не сразу, то есть это через 3 недели. Я приехал домой, утром я сел обрабатывать фотографии дня, значит, выложил, по-моему, 4 альбома. Значит, часть забрали в СМИ, часть была опубликована в разных русскоязычных СМИ, часть забрали, попросили куда-то за границу. Дальше мне позвонили из Иляли, говорят, а ты помнишь, у тебя билеты на 6 дней в Португалию? Я говорю, а вы нас вернете назад? Он говорит, вернем, только с Лиссабона. И я говорю, поехали. Я говорю, потому что я понял, что вот этот день оказался очень крутым перебором. Вот очень крутым, эмоционально, внутренне. Он не выходил, и он не выходит. У меня достаточно вот фидбэков, флешбэков это называется, которые выскакивают по разным как бы. Когда я вернулся, я через несколько дней уже был в Шуре. Шура – это центр опознания трупов. То есть мне казалось, я уже видел все. Я видел трупы израильтян все вывезли, израильтян, иностранцев и так далее. Осталось несколько трупов террористов. У меня есть фотографии трупов террористов, которые режут Facebook. Они не для публичного просмотра. Они есть, и даже Facebook пропускает в первом альбоме. Но если, не дай бог, пытаюсь положить где-то еще, он их сразу выхватывает. Ну это понятно. Он их выхватывает, причем снято так, что не видно. То есть видно, как тело, лежащее на земле, на другой ракурс, где видно, что обгоревшая часть и так далее. То есть, значит, когда мы уже выходили, меня остановили солдаты и говорят, вы
Вот это все трупешники не там снимаете. Надо вот пойти в соседний лес, вот там увидишь что. Вот там как бы вот этих вот террористов мы, говорит, это самое. Я говорю, никто не возит, он говорит, пока нет. Они Пока там все столько валяется. дней так все лежат. Нет, нет, да, вот они вот лежали, вот 3 дня, все это. Запах страшный. Вот все вот это, все горевшее, и горевшее человеческое тело, резина и все прочее страшное. Я никак не мог понять вот логику мародеров. Ну, окей, стоит машина, и ты хочешь ее украсть. Ну, возьми и укради тогда. Он не крадет, он вытаскивает вот аккумулятор, ставит на свой тендер, а машину спалить просто так. Вот просто, чтобы испортить. То есть вот эта ментальность сжечь, значит, Испортить. дальше мы Исправляем. поехали, я оказался в Шуре, значит, и в Шуре ты начинаешь видеть другую составляющую. То есть ты думал, я здесь уже все видел, да? И в этот момент выступает женщина, глава криминалистического отдела Израиля, полиции. Она выступает перед группой журналистов, все это на английском. И вдруг ей кто-то из журналистов задает вопрос, скажи, говорит, а ты много лет в криминологии, ты, значит, много чего уже видел в своей жизни, а было что-то, что тебя цепануло? И вдруг она говорит, я, говорит, действительно очень много лет, я 25 лет говорит, занимаюсь криминологией, я видела очень много чего в своей жизни. Она говорит, и вдруг тебе, говорит, кладут пакет, а тебе, говорит, просто кладут пакет запечатанный. Ты его открываешь, а там, говорит, твой знакомый, у которого пуля прошла через лицо, через глаз. Она говорит, или открываешь пакет, а там сожженный ребенок. Они огнеметами или вот этими вот значит, газовыми горелками, они жгли детей прямо в кровати. В кроватках. То есть для нашего мозга это невозможно воспринять, что это вообще в 21 веке человек может это сделать. То есть у него вообще может произойти вот такая вот как бы деформация, при которой он будет Это сжечь ребенка в кроватке. То есть мы не воспринимаем это, Нет, мы не можем это нет, воспринять. не То есть, можем. когда я пытаюсь объяснить кому-то из друзей о том, что это другая не идеология, а это другая, культура совершенно, то люди в этом не верят. Они, ну, как бы у нас в основном мире она немножко отличается. Два разных мира Да, но вообще, это совершенно другой мир, совершенно другая мысль у этих людей. И после нее вышла врач-капитан, зубной врач, потому что часть опознания была по челюстям. И, и вот эта вот, значит, начальник отдела, она вдруг начала плакать. То есть она не сдержала себя, и у нее потекли слезы. То есть вот когда она начала выходить вот эти воспоминания, после нее стала капитан, и я вижу, капитан стоит и сжимает себе до боли руку, чтобы не заплакать, и рассказывает о том, как производится техническое опознание. Я отошел оттуда, стоят ребята в белых таких костюмах, и я подхожу, смотрю, израильтяне наши курят. Оказалось, что там находились все криминологи страны, всех видов, всех подразделений. Полиции, шабака, армии, чего-то еще. И они рассказали о том, что было достаточно приглашенных из Европы, потому что они справлялись с объемом. Объем был какой-то невероятный, вот количество трупов. Рассказывали как. То есть они рассказали, что они, говорит, там, если человек был в армии, то это, говорит, просто. У него там отпечатки пальцев. Мы, говорит, находили, есть ДНК, мы находили, говорит, быстрее. Он говорит, есть специальная база для иностранных рабочих. Он говорит, сам хуже всего, конечно, говорит, это с детьми, потому что очень сложно опознать. И тут нас всех зовут куда-то в сторону и начинают перед нами ставить эти самые тележки для носилки. Я думаю, вот сейчас что-то принесут, можно будет что-то снять. Ну, как бы мозг-то фотографа. И вдруг я понимаю, что они нас отделяют. Они просто проводят линию, за которой нельзя заходить. Они их выставили в линию, сказали, вы все стоите с этой стороны. А напротив нас, вот как на расстоянии этого дома, наверное, метров 20, стоят просто белые контейнеры, которые мы, как цумовские. И они открывают один контейнер, и оттуда запах. Оказалось, что это холодильник. Запах, мощнейший вот трупный запах, бьет просто по всем нам. И там стоит пресс-атташе армии и говорит, я хочу, чтобы вы это сфотографировали, чтобы вы это передали миру, это дети.
ни старики, ни солдаты, ни люди, пожившие жизнь, ни кто-то, кто. Это дети, которых мы пытаемся опознать. Полный контейнер. Это было, это действительно было страшно. Вот это. И вот после новой ты вдруг понимаешь, на тебя приходит вторая волна, которая, она другая. Скажи, пожалуйста, вот иностранные журналисты, которые с тобой были, ты говоришь, человек 70-80, вот их реакция на увиденное, их эмоции. Знаешь, вот это я бы сказал про эмоции на фильме. Даже не там, потому что а именно на фильме. Потому что ходили разные фотографии людей, там вон человек, у него без эмоций и так далее. Я в Нир-Озе встретил девушку-китаянку, фотографа, значит, от какого-то китайского, значит, СМИ. И маленькая такая, маленькая, худенькая, у нее здоровый фоторюкзак, на рюкзаке наклейка Украины. Я про нее слышал, кстати, не раз. Нацеплена Украины. И я ее спрашиваю, она говорит, ну да, я, говорит, сейчас снимала там войну, теперь снимаю здесь войну. Значит, у большинства из них мимика почти как у меня. У меня не работает из-за аварии, а у них это происходит профдеформация. Из-за профдеформации они, ну вот как говорят, как патологоанатом работает с телом. Вот они работают точно так же. У большинства нет реакции. То есть она просто отсутствует физически. То есть реакция на трупы, на вот контейнера, на все есть, это? Бывает реакция у женщин. У женщин больше реакций. Больше реакций у тех журналистов, которые стоят в экран. То есть которые идут снимаются. То есть не у операторов. Оператор должен видеть картинку, да. Ему не это не как бы, если у него потом происходит, то есть оно догоняет, и никуда от этого не денешься, оно появляется. Но на месте, вот когда мы сели смотреть, значит, я зашел с фотоаппаратом и снял заставку вот этого фильма. А можно было снимать внутри? Нет, у меня тут же, значит, на меня тут же не просто наехали, влетели тут же это самое. То есть я телефон оставил, там на входе собирали телефоны, там такие сейфики. Значит, они забрали телефон. Я говорю, 1 секунду, у меня камера была снаружи. Значит, я вошел туда, снял этот, они тут же влетели, говорят, нет, ты не понял, ты камеру. Я говорю, ну я вот здесь положу. Он говорит, ты никуда не положишь, все наружу. Значит, мы вынесли наружу, были фотографы, которым сложили, значит, сумки и положили у входной двери, то есть ни у кого ничего в руках не было. Значит, но они предложили, я, наверное, правильно сделал, они предложили записные книжки, маленькие такие блокнотики. Для пометок? Да, и ручки. И я сначала взял и думаю, зачем он мне, в общем-то, нужен. А потом я понял, что вот количество сюжетов, оно очень-очень-очень большое, оно огромное. То есть в основном там видеосюжеты, там очень мало фотографий, в основном там видеосюжеты, в которых вот я сначала вот нельзя запомнить такой объем, потому что это 43 минуты, которые идут вот с огромной скоростью. И самый сюжет, который все помнят и который все запоминают, это с 2 детьми. То есть их 3 детей, папа, они бегут из дома в бомбоубежище, забегают, он детей старших заталкивает. Старших это, наверное, лет 9-12, то есть удвоит такого возраста, и младший у него на руке. И папа влетает за ними, и в этот момент туда кидают гранату. Значит, откуда это все видно? Папа на камере, на доме повесил камеру. Наблюдение. Его, да, чтобы смотреть, где дети. Это многие делают чисто для того, чтобы знать, что дети творят. Вторая камера у него в салоне. Ты на работе, ты включил салонную камеру, ты видишь, что у тебя происходит. Значит, все абсолютно логично. Вот эта камера, на этой камере видно, бросают гранату, она взрывается, папа с маленьким падает, террористы выводят оттуда вот этих 2 детей, у одного раненый глаз. Он заводит их в дом и говорит, общается он с ними на английском. То есть у него английский хуже, чем у этих детей. Значит, и он их толкает в салон, они садятся в салоне, он подходит к холодильнику, открывает холодильник и спрашивает, воду хотите? Этот старший говорит, нет. Он достает бутылку воды и швыряет ему на пол, как животному.
После этого он достает бутылку колы, открывает, пьет прямо там, то есть камера все это снимает. Значит, и выходит спокойно с этой колой, болтая, как на прогулке, выходит из дома. Старший спрашивает у младшего или наоборот, как у него, что с глазом. Фраза, которая вот многих обошла, он кричит: лучше бы, почему папа, это самое, они убили, почему меня не убили? А он террористу кричит: почему ты меня не убил тогда, если ты убил папу? Значит, ну на иврите. И террорист выходит, они какое-то время еще общаются, и дальше они приходят к решению, они выбегают из дома и прячутся где-то в другом месте в углу двора. Когда заканчивается весь показ, то есть в показе есть, как мотыгой отрубают голову таиландскому рабочему. Это, кстати, в сеть попало. Да, Это потому в сеть что попало. часть видео, которое снимали хамасовцы и выложили в сеть, значит, попала к людям, которые скачали люди, и из этого создавали другие фильмы. И этих фильмов, как бы, каждый говорит, что он видел что-то вот свое. Таких показов, по-моему, было всего закрытых 8 или 9. Был показ для Хаверов Кнессета, для послов и консулов разных стран, ООН для журналистов. даже Потом была попытка отвезли там, вон, да. пытались показывать где-то за границей. Ага. Но в Израиле они были несколько вот этих вот, делали в Иерусалиме и делали в Тель-Авиве. Значит, то есть меня приглашали туда и туда, в Иерусалим я не поехал, поехал в Тель-Авив через несколько дней. То есть пока все журналисты не были. Вот в момент вот этих показов я просто начал быстро записывать к себе вот именно сюжеты. Но вот этот длинный сюжет, он осел у всех. И когда закончился показ, Инати — это тот представитель Мисрада Битахон, который делал этот фильм. И он сказал, у нас собранного материала, именно вот материала он говорит, на 10 часов. Он говорит, мы из этого выбрали вот 43 минуты. Он говорит, вот вы сейчас увидите. Почему 43 минуты? Почему? Вот он так навырезал. Он создал 43. Теперь, почему 43 минуты? Он сказал 43 минуты. А у меня, я много лет проработал в компьютерном тестинге. Угу. И плюс фотопрофессиональный взгляд, это как бы рефлекс. То есть он, когда включил сначала видео, я сразу увидел, там же слева написано, сколько длина фильма. Значит, теперь, почему многие говорят, кто-то говорит 45 минут, 50 минут, 55 минут? Потому что, когда он заканчивается, ты еще сидишь в состоянии шока. У тебя берет время выйти из этого состояния, понять то, что ты видел. Значит, во время просмотра фильма я подумал, Голливуд. Ну вот если подумать, Голливуд. Кровь по экрану, мы все спокойно смотрим. Мы все привыкшие к таким Да, фильмам. мы жуем семечки, значит, запиваем пивом и смотрим это, значит. И в ту же секунду твой мозг переключается. Это правда. И тогда у тебя начинает в голове вот просто смещаться, значит, слои. Как это может быть правдой? Как это может быть, когда стоит этот самый, вот он поджигает для того, чтобы сжечь машину, чтобы она взорвалась. Причем расстрелян. Ты уже и все испортил. Ты уже что мог использовать? Зачем ты ее дальше дожигать? Вот это вот внутренняя ненависть, злость, вот этих... значит, по видео ощущение было, что они все обдолбаны. Есть такая вещь. Что они реально все обдолбаны. Когда и кто-то дает команды. То есть точно кто-то дает команды. Не стрелять очередями, стрелять одиночными. Значит, обратиться вот туда. Значит, все они задерживаются, пойти дальше. То есть там есть смесь арабского и английского. То есть это же подготовленная операция, кто-то ими да, подготовленный, кто-то руководит. там какие-то люди, и видно, что они почти не участвуют. Они в основном дают команду. Они с оружием, но они больше дают команду. Те поворачиваются. Они как бы, так сказать, были вот эти вот, не знаю кто это, инструкторы, еще кто-то, не знаю. Они время от времени вдруг оказываются. Значит, и когда закончился фильм, какая-то женщина, вот она как раз, вот из всех сидящих журналистов, в зале было, значит, 25, у двух женщин я обратил внимание, что есть реакция, у одной можно было вот снимать реакцию ужаса, там еще и так далее. У большинства мужчин, они просто как бы накатанный профессионализм, и вот это вот то, что ты одно, второе, третье, пятое, у тебя Ирак, у тебя Армения, у тебя Украина, у тебя что-то еще. И у людей это как бы... Иммунитет некий, да? Определенный иммунитет. Мозг начинает ставить это защиту. Они просто смотрят вот как профессионалы, которые нужно оценить вот то, что было, что они видели. У нее была реакция. И она в конце спросила, что с этими двумя детьми? И, знаете, говорит, они спаслись. И вот в эту секунду ты слышишь, значит, выдох такой, массовый в зале. Ну все, значит, уже нормально. И
как бы, то есть мозг у людей на то, что двое спаслись среди вот этих сотен, он отключается от того, что сотни убитых, изнасилованных, зарезанных, сожженных, исковерченных, похищенных. Вот эти вот там все время идут вот эти кадры похищения, что в Газу и так далее. И ты уже понимаешь, блин, у людей вот эта вот реакция, психологическая реакция, скорее всего, самозащиты, Защитная чтобы реакция, да. не верить вот в этот страх. Значит, оттуда я получил приглашение, я был уже в этой самой в группе иностранных журналистов, я получил приглашение в кибуце. И я был в кибуце сначала в Паразе, потом я был в Нерозе, потом я был в Бери, снова я заезжал в Нову, куда-то еще. Вот я, кстати, хотел к этому вопросу подвести, кроме Новы. Ты ездил в кибуце, это было, чтобы хронологию восстановить. Вот в Нову ты был через 4 дня, 3-4 дня. В кибуце я был в начале ноября, это было где-то через месяц, получалось, плюс-минус. И все фотографии с разрешениями армии. То есть как бы все вот эти кадры и все, что снято в кибуцах, на базах, на военных базах, оно все проходит военную цензуру. Иногда она проходит военную цензуру общую, а иногда общую и цензуру базы. Вот, кстати, очень важный момент, это то, что тоже спрашивают в комментариях про цензуру. Можешь пояснить, и для меня в том числе, что есть цензура, мы не говорим про фильм, например, на снимке. То есть что такого показать в снимке? Вот, смотри, с чем связана цензура? Что нельзя, что нельзя, можно, да? Значит, мы не снимаем, в общем-то, никакие, мы стараемся не снимать кровь, трупы, зверство и прочее. Тела. Тела, это самое. Мы стараемся не снимать солдатские лица, мы не снимаем точку местонахождения. Смотри, есть в Питере очень известный фотограф, который снял как-то, очень известный, он снял аварию. И я его спрашиваю, я говорю, а вы вот так вот снимаете, чтобы вот все? Он говорит, ну да, в чем проблема? Я говорю, у нас просто как бы не то, что даже запрещено, это неправильно показывать, например, лица человека, который попал в аварию. Да. Значит, мы не показываем, мы можем показать там кровь, ноги, разбитый там мотоцикл, машину скорой помощи, работающих медиков, да? То есть мы не показываем жертву, мы стараемся, во-первых, это ему может быть, да? Во-вторых, его родственникам. В-третьих, почему ты человека должен в таком виде выставить в интернет, ему это может быть неприятно. Я просто представляю, что со мной было после аварии. Значит, а фотография пришла, значит, разлетелась разбитого мотоцикла. Он просто весь такой полусмятый был. То она разлетелась по сети, потому что кто-то проезжал из мотоциклистов мимо, камера сняла, и он вырезал этот кусок и отправил его, соответственно, в форумы, потому что искали кто. Вот если ты понимаешь причины, и ты получаешь помимо этого от армии, предписание некое, да? Можешь представить, что вот чат, да, иностранных журналистов, в котором все общаются, в основном там присылают все на английском языке. Есть такой чат? Есть такой WhatsApp-группа такая для иностранных WhatsApp-группа, в которой Government Press Office присылает материалы, когда что должно быть. Там много людей в этой группе? 1000 журналистов. Я знаю, что всего мне это самое присылала ассоциация, что 1123 иностранных журналиста с количеством стран и так далее, значит, еще раз, это, чтобы понять, WhatsApp-группа, где больше тысячи человек, и они получают материалы от пресс-службы Израиля. Да, они получают официальный материал от пресс-службы Израиля. И они в какой-то момент в очередной раз прислали по поводу цензуры, что они просят не ставить, а через 3 минуты пришел точно такой же текст на русском языке. То есть они больше ни на одном языке не сделали, он только английский, чтобы было понятно. Английский и русский? Нет, он был только английский. Вот весь этот чат, все сообщения, вся информация только на английском языке. И вдруг приходит вот это для русскоязычных. Почему? Вот ты у меня спрашиваешь, потому что, по всей видимости, нарушение среди именно русскоязычных, вот это мы считать, да ничего не будет, ничего не страшно, оно где-то идет это самое. Вот, наверное, это у нас где-то для тех, кто не понял важность. Да, для тех, кто не понял важность, они это прислали на русском. Я это выставлял в Фейсбуке, я это куда-то отправлял тем, кто спрашивал. Но что люди говорят, а в чем проблема? У меня есть разрешение. Такого, да, а что такое, да. Значит, ничего страшного, что я снимусь вот здесь на фоне, где видно, значит, ракурс, угол, корень света и вышку, которая стоит. Ну, как бы это самое. Ты дурак поставил,
у тебя 1000 друзей это дело перепостило, в результате ты подставил место, потому что ты таким образом скорректировал место. Да, Значит, да. вот люди этого не всегда понимают. А у меня сын служит в армии. У меня сейчас сын, средний сын, у меня, он сейчас в армии, он 4-й год служит. То есть он, когда я все ждал, что вот он закончит, он как раз во время, значит, летом закончил службу, что я приеду, сниму, как он разрезает этот, значит, удостоверение срочника. Он мне написал, я приехал, говорит, в Кирию, значит, в Генштаб, положил, значит, карточку срочника, вместо нее получил карточку СВИР, завтра утром я на базе. Такое происходит кругом, то есть у меня большое количество друзей, у меня большое количество знакомых. Я, к сожалению, снимал на 5 или на 6 похоронах, включая вот одного из случайно убитых заложников, включая из освобожденной вот найденное тело девочки, о котором все говорили. И наших, не тех, конечно, русскоязычных, которые были в районе Тель-Авива или Ришон Лециона, приезжал. По поводу кибуцев, когда ты поехал, поделись, что ты увидел, что тебе приходилось снимать, вот самое. Сначала, Какие смотри, твои вот оно, впечатления? вот тоже вот такое ощущение, вот я уже был в Ново, да, я уже был в Шуре, да, я видел этот фильм, я там где-то еще уже был. И я поехал в кибуц Кфар-Аза. Что можно еще снять в кибуц Кфар-Аза через 3-4 недели? Уже побывали, уже поснимали, уже что-то выставили, уже что-то. Есть трупов, нету, все убрано. Значит, и вдруг ты видишь что-то следующее. Например, машина, в которой стоит детское седло, и которая расстреляна, вся машина с пулемета. То есть так как я служил инструктором советской армии, то я отличаю дырку от автомата и от пулемета, от АК и от АКМ, значит, ПКМ. Я иду вместе с грузинской группой, значит, грузинских тележурналистов, мы заходим в один из домиков, там же в основном вот этот вот нор, вот молодежные вот эти две, значит, пострадали. И он говорит, стреляли с гранатомета. И я, чего, голливудский фильм, что ли? Это в голливудских фильмах ты можешь внутри квартиры выстрелить с гранатомета, потому что у тебя отдача назад от этого самого даст затылок так, что не представляешь себе. Он говорит, через окно. И я понимаю, что он абсолютно прав. Через окно бомбоубежища, которое не было заперто, значит, террорист выстрелил с гранатомета в детской комнатке, потому что она маленькая, и удар в потолок, который раскидал, соответственно, выстрел так, что погибли все, кто были в этой комнате. А ты фотографировал вот в кибуцах именно внутри, в домах? Конечно. Вот эти комнаты, вот Да. это ты все тоже Да. видел? Я сфотографировал в комнатах, я фотографировал, там еще была кровь, я фотографировал. Детские в том числе. Детские. Вот есть фотография, которую я снял, и через 2 дня я вдруг увидел фотографию в интернете. Свою. Я был уверен, что это моя. Я абсолютно был уверен, что это моя фотография, но как бы, что писать, что, ребята, что вы использовали фотографию, причем стоит, что там, по-моему, Associated Press, и я думаю, странно как-то. Я открываю, вот смотрю свои фотографии и понимаю, что мы с ним стояли просто плечом к плечу. То есть мы снимали 3 журналиста, и все снимали как бы... То есть у нас одинаковая практически рамка, при том, что я понимаю, что у него угол там на 2 градуса. То есть я, видя свою, понимаю, что мы сняли одно и то же, но и как бы... А что я вы сняли? почему хотел сказать, вот кроватка в крови, вся детская двухъярусная кроватка, у меня такая же у моих детей была. Значит, двухъярусная кроватка, внизу лежит мишка, вот это вот, да, потом пошло в стране вот эти мишки, значит, и вся кроватка залита кровью, стена залита кровью, мишка залит кровью. И в комнате все, то есть через вот это окно безопасности. По поводу фильма, ты уже рассказал несколько кадров, то, что там видел. Очень тезисно, помимо той сцены с папой и с детьми, какого рода сцены ты еще видел, если ты можешь поделиться?
Какого рода сцены? Значит, начинается все с того, как они попадают в один из кибуцев. Они подъезжают к воротам, пытаются залезть под ворота, над ворота, значит, то есть абсолютно каким-то ненормальными это самое. То есть вся их Действиями. история. В этот момент они прячутся, следующий кадр, они прячутся за деревом, подъезжает машина, которая открывает телефоном. Значит, водитель открывает телефоном, ворот начинают отъезжать, они просто расстреливают его в упор. Машина делает пару, значит, этих самых, да, так как он убирает ногу с тормоза, она делает пару шагов туда, упирается, в итоге останавливается, и ворота уперлись в машину, дорога открыта. Они входят туда, расстреливают радостно бегущую собаку. Им навстречу бежит радостный пес, они расстреливают радостного пса, и дальше они начинают как бы И расходиться по разным все по местам. домам вот это И все происходит. начинает расходиться по домам. Они стреляют по машинам, они хватают людей, они очень радуются. То есть она какая-то ненормальная радость. Он посылает фотографии, пишет, значит, поэтому звонит отцу и кричит: Я убил еврея. я убил 10 евреев. Это запись есть в Я интернете. убил 10 евреев, она ушла везде по интернету, убил 10 евреев, и отец ему говорит: привези трупы, потому что зачем ему нужны трупы? Они их могут продать, они их могут обменять, они могут за это что-то получить. Они начинают вот эти с детьми, они толкают каких-то женщин, они хватают за волосы, тащат за волосы, они заталкивают в тендеры, они сажают на эти самые, на мотоциклы. Значит, люди, которые вновь начинают носиться, передавать информацию, звонить, пытаться получить какую-то помощь. И никто не понимает, как происходит, никто не понимает, как действовать. Значит, тут же опять кадры о том, что как они носятся по дороге, как они расстреливают в упор. То есть он подходит к машине, видит, это сам просто достреливает в машине туда. И вот то, что те, кто там также сидит, убийства в домах все. в домах, Семей. заходят в дома, стреляют внутри домов, стреляют через окна, стреляют внутри, значит, просто расстреливают тех, кто есть. И детей, и все. Детей, взрослых, никого не... Вот ты видишь огромную смену вот этого материала, значит, вот он здесь, вот тут, вот там, вот это. У тебя же, ты же смотришь подряд, у тебя мозг не успевает делить, это все, что это вот вот там, а это вот там, а это в другом кибуце, а это снова в Нове. Значит, и все время вот это меняется, и с огромной скоростью. Вот, как я тебе сказал, да, как 600 секунд, когда ты не успеваешь заметить. И часть информации ушла в этот самый. Этот самый, знаете, он сказал, он говорит: ребят, поймите, говорит, это не самая жесть. Это не самая жесть. Он говорит: то, что мы вам показываем, это то, что мы посчитали, что ваш мозг выдержит. Потому что есть вещи, которые, он говорит, я смотреть не могу. А я, говорит, работаю, говорит, вот с видеоматериалами в Министерстве безопасности 20 лет. Он говорит, это совершенно не самое жестокое. Он говорит, там такое количество реальной жести, которое я говорить не хочу об этом. То есть даже это не показали. На входе встретил Гранкина, и Сережа говорит: если ты можешь, не иди смотреть. Не иди смотреть этот фильм. Я говорю, почему? Он говорит, не надо. Это перебор даже для меня. И он говорит, я считаю, я говорю, Сереж, я знаю, о каком фильме речь, в общем-то, да? Я считаю, что это нужно показывать всему миру. Он говорит, это не нужно показывать миру, потому что это придется смотреть нам. Из-за того, что это придется смотреть нам пережить, что нас так, вот это реальный, вот, ну, скажем, тогда фашизм отдыхает. То есть вот то, что они там напридумывали в 40-е годы, вот здесь это все с большими извращениями, с радостью на лице, с радостью. То есть человек с радостью палит, значит, там, грудного ребенка. Человек с радостью палит машину, стреляет в обезоруженного, там, подростка. Просто потому, что у него доставляет удовольствие. И он доставляет удовольствие убить еврея. Больше ничего ему не нужно. А он и все время, понятно, это сопровождается Аллах Акбар, Аллах Акбар, Аллах Акбар. Почему этот фильм не в публичном доступе? По каким причинам его не показывают? И твое мнение, человека, который это видел, надо ли это показать миру и как-то вообще это поможет? Сегодня, после того, как прошел год, и в том объеме, который я за это время видел, я не могу сказать, что я поддерживаю свою собственную идею, что да, все должны это видеть, потому что это тяжело,
Это действительно тяжело, это очень больно. Но люди, которые, прости, пожалуйста, вот именно Мы аудитория, хотим которая за показать тем, границей, кто не которая не верит, О! которая говорит, вы все это придумали, это фейк, это все постановка. Если Скажи, им мы сможем им доказать что-то, если они не верят? Тем, что мы покажем им факты, они скажут, вы напридумывали. То есть это все постановка, это Они театр? скажут, это постановка. Это, вот смотри, фотография, которая заняла первое место пресс-фото 2024, да, это фотография фотографа из Газы EP, Да. которая фейковая. Кто знает, что это фейковое? Любой фотограф, потому что тело в таком, который снимал тела, потому что тело в таком положении находиться не может. Когда тетя держит свою племянницу, якобы, да, которая практически стоит, потому что она не может физически находиться. Мы не придумываем фейки, мы не плюем кровью на экраны, мы не показываем вот эту... Мы не людоеды. Мы не... Вот. И Мы мы не людоеды. рассчитываем, что люди, почему я всегда говорю, ребят, у меня очень много друзей в мире, которые видят мои фотографии, я говорю, это снимал я. Ни Вася, ни Петя, ни Маша, ни кто-то еще, ни мне не передали. Это я снимал. Это на моей камере. Это у меня лежит в компьютере на моих хард-дисках. Это я могу, там подписано, что это моя фотография. Это снимал я. А они говорят, да, ну тебе мы верим. Вот это вот, кому мы верим, а кому мы не верим. Ну так, а основная И- тогда причина? Во-первых, причина. люди и Почему? родственники. Потому что мы выставляем сегодня, Родственники не в разрешают. основном это нужно разрешение разных родственников. Они не дают разрешения. Есть кто дает, есть поэтому какие-то материалы появились, есть кто не дает. Во-вторых, это наши отношения. Мы не людоеды, мы не хотим это самое показывать Ну, миру да. вот эту жесть, потому что она наша боль. Это Она наша наша боль, она у нас внутри. Мы из-за нее переживаем. Мы не хотим вот с этим ходить и вот этим кичиться. У нас, извини, у нас с катастрофы до вот этого дня у нас не было такого количества смертей, да еще такой Холокост 2 короткий у нас, период. Холокост на 2. самом деле. Холокост 2. То есть, если, представим, если семьи дадут все разрешения, мы все равно не покажем твое Я мнение. думаю, что правительство, армия, ДФ, пресс-центр постараются не вытряхивать это так, чтобы... Единственное, что я считаю, что то, что мы можем выставлять, мы должны выставлять постоянно. И мы должны это везде публиковать. Я считаю, что любые СМИ, которые начинают что-либо говорить про Израиль, особенно европейские, да, или там американские, они должны начинать. 7 октября, когда Хамас уничтожил, убил, зарезал, изнасиловал, такое-то количество похитил израильтян, из которых 101, ответная реакция Израиля продолжается. И она вот в этом. Вот это должно быть первой строчкой, чтобы люди понимали, почему мы это делаем. А иначе, получается, Израиль долбит мирных граждан. Да пусть они живут мирно. Как по мне, когда меня в первый раз спросили это, я сказал, ребят, по мне, пусть 2 миллиона живущих там найдут вот эти 40 тысяч хамасовцев, закопают их. И мы все будем жить очень дружно и мирно. Значит, и когда я приезжаю, я приезжаю сюда, в Иудею и Самария, у меня достаточно очень хороших, близких, знакомых арабов, которые живут на территориях, и они говорят, нам все это совершенно не нужна, эта война. Они говорят, мы хотим жить мирно, потому что к нам приезжают израильтяне, мы за счет этого живем. Они у нас покупают, чинят машины, они покупают там яйца, например, они всегда кошерные. Религиозные приезжают, покупают несколько лотков. У арабов. И они говорят, у нас говорит, есть все время есть, чем они заказывают нас на шкафы, какую-то мебель, там что-то, какие-то инструменты покупают. Вот сейчас, говорит, нам никто не приезжает. Они говорят, извини, говорит, мы говорит, сидим полной задницей из-за этого. Нам нафига нужна вот эта вот вся эта война? Совершенно, говорит, ни та, ни другая, ни на территориях, ни с этим. Мы хотим жить мирно. И таких там очень много. Это абсолютно нормальные люди, которые занимаются бизнесом. Но когда Хамас заявил нас 40 тысяч против 2 миллионов населения, то страдают эти 2 миллиона населения не из-за нас, а из-за вот этих 40. Мы действительно спокойно можем уживаться. Да. Нам нужно просто, чтобы нас не трогали. Да. Мы отдали этот сектор Газы для того, чтобы они жили мирно и спокойно. Во что это превратилось? Это превратилось в то, что начали обстреливать нас. То есть мы стараемся... И очень давно. Очень давно. И мы стараемся защититься. И можешь представить, я говорю, ребят, когда нам говорят, вы подготовлены, я говорю, пробуйте понять свою фразу. У вас в квартире одна комната, это бомбоубежище. Вы все время ждете нападения. Я говорю, это
С точки зрения психологии мы все время живем на линии фронта. Да, Просто мы знаем порядок действий, как прятаться. да. Мы знаем, как действовать. Это нехорошо, это ужасно. Мы учим Это детей в ненормально. садиках и в школах, что делать в случае, если идет сирена, если идет обстрел. Ты сам знаешь, сегодня на любой звук мотоцикла или ускорение машины ты начинаешь оборачиваться, это сирена или что. 100%.